Это не единственные беспроводные наушники на рынке, но по моему мнению они являются лучшими новинками 2020 года. У каждой этой новинки есть своя сильная сторона, и я расположил эти наушники в топе не по принципу, какие лучше звучат или дольше играют, а по соотношению цена-качество лично для меня. И все эти девайсы не просто у меня на руках, но и как во всех моих топах, которых уже несколько в описании в плейлисте в правом верхнем углу по ссылке, на все эти ушки есть подробные отдельные обзоры по ссылкам в описании к видео. Tube591, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без мата и ужимок. Подписывайтесь с лайком, канал без мата и рекламы. И сегодня я продолжаю серию своих топов по беспроводным наушникам. Топ-10 самых удачных новинок 2020 года по версии Польза.нет. 10 место. Как же без шнурка в топе? Никак. Тем более, что он лучший за свои деньги и единственный у меня. Полный комплект плюшек OnePlus Z. Краткий флешбэк. OnePlus сделали топовые шнурки Bullets 2 с мультиподключением, быстрой зарядкой, безумной автономностью, но с ценником в $100. При том, что звук был просто великолепен. Они подешевели, но потом вышла их слегка упрощенная модель, еще дешевле, версия Z. Несколько расцветок, такой же отменный звук, 20 часов автономности, есть быстрая зарядка, за 10 минут заряда по кабелю Type-C, 10 часов на выходе звучания. Защита от влаги и пыли IP55, бегать можно, хоть и купаться нельзя. Наушники с пользователем не разговаривают, только системные звуки. Драйвера динамические на 9,2 мм. И пусть урезанная, но функция мультиподключения на борту. Управление кнопками с пульта. Bluetooth версии 5.0 без глюков. Ушки с отличным звуком, который реально с купоном купить за $29. И по мне это просто топ. 9 место. Xiaomi AirDots 2 SE. True Wireless вкладыши. Самые неудачные по габаритам вкладыши. Но учитывая, как Xiaomi поработали над своей двойкой в автономности и дизайном кейса, ушки более чем достойные. Самые адекватные и востребованные на данный момент вкладыши от Xiaomi. Да, здесь скромное по функциям сенсорное управление. Очень крупная ножка. Есть анимация на некоторых Xiaomi-шных телефонах, но под любой Android есть программа, чтобы у вас эта анимация появилась. Матовый белый качественный пластик кейса и наушников, бокс на 3 перезарядки, хороший запас громкости, притом на максималках наушники не хрипят. Звуки оповещений только системные, без голосов. Type-C, на максималках автономность 5 часов, официальной защиты от влаги и пыли нет, но это не главное. Цена, внимание, $23 с бесплатной доставкой. Это просто нереально выгодно для отличных вкладышей. Притом задержки в играх и YouTube практически нет. Если это ваши первые вкладыши ТВС, однозначно они вам зайдут. 8 место. True Wireless наушники, вкладыши. Oppo Enco W51. Наших трудяг из концерна BBK. Вот насколько мне не понравилась их другая новинка W31, настолько мне понравились эти наушники. В них поместили максимум полезных плюшек. 6 микрофонов для приятных переговоров. Активное шумоподавление, которое, учитывая форм-фактор затычек, просто полностью отключает вас от внешнего мира на максимальной громкости. Приличная автономность в 4,5 часа при активном шумодаве на 50% громкости. Супер качество материалов на уровне AirPods-овского. Bluetooth 5 версии без глюков и заиканий. Моментальное подключение. Переназначение тапов, правда, пока только в программе в системах ColorOS. 3 расцветки, защита от влаги и пыли IP54, быстрая зарядка бокса по кабелю, 15 минут зарядки бокса дают вам 2 перезарядки наушников в нем. И адекватный ценник в $69. Тот случай, когда с уверенностью можно сказать, они смогли. 7 место. Realme Buds Air Neo. Опять вкладыши, опять беспроводные. Да, у BBK сейчас просто море новинок, и в основном это облегчение старых моделей. Realme не играют долго, немногим больше по размеру, чем AirPods и прошлые Realme Neo. В них убрали беспроводную зарядку бокса, заменили Type-C на позорный micro-USB, но оставили чип R1, функцию супербыстрого подключения Google Fast Pair, увеличили диаметр динамического драйвера до 13 мм и сделали его покрытие из титана. Запилили программу с постоянными обновлениями прошивки для этих наушников и 3 доп-функциями, которые подходят для всех андроидов. Для минимальной задержки есть игровой режим, режим увеличения басов появился дополнительным и увеличение громкости. Громкость здесь и так с избытком, басы в принципе и так в наличии, а задержка в играх это их фейл, даже с активированным режимом игры, к сожалению, заметно. 3 цвета
цвета ушей, включая красный, IPX4, и стоимость $39 по мне за такой девайс более чем адекватно. Прошивку допилят, будет еще лучше. Ну и конечно же в этих ушах 5-й Bluetooth без каких-либо глюков. Серьезная претензия только по задержке. Шестое место Amazfit PowerBuds. Наушники года. Затычки беспроводные. И здесь главное понимать, что эти наушники для спорта. У них суперское качество исполнения, и об этой модели ролик у меня на канале уже максимально подробный. От того, что они в принципе уникальны. В них есть пульсометр, который не только выдает верные значения, но и подключается даже к спортивным часам. При том, что сконструированы они так, чтобы не вылетать при беге и давать при этом пользователю в принципе нормальный звук. Стоимость у ушей около $89. Отзывов на Али уже много. Есть заушины на магнитах, быстрая зарядка на 15 минут выдает потом 3 часа звучания у наушников, и автономность 8 часов. На 3 марафона вам хватит. Защита от влаги и пыли IP55, но для спорта в принципе более чем достаточно, кроме плавания. И конечно, если вы не спортсмен, эти ушки даже в руки лучше не брать. Их супер плюшки это не звук, хотя по мне он тоже достойный, но больше адаптирован под активность. Цена в $89 абсолютно соответствует их плюшкам. Пульсометр также стоит, а с нагрудником Polar H10 эти наушники выдавали те же результаты по пульсу. В этом месте напоминаю, на канале 140 обзоров на беспроводные наушники. Из чего выбрать вам есть. Подписывайтесь с лайком и читайте комментарии под обзорами. Там разные точки зрения. Я на канале удаляю только хамство и мат, так что критику вы сможете там прочитать свободно. Пятое место. Baseus W04 Pro. Bluetooth 5 версии, также вкладыши, также беспроводные. Играть можно без видимой задержки. Это лютый плюс. Сейчас поймете почему. Беспроводная зарядка бокса, минималистичный дизайн, 4 цвета, Type-C на борту, 8 элитных наград, цена в $29 без кэшбэков и распродаж. А по отзывам, народ на сейлах их покупает вообще по $19. Сенсоры без глюков, матовая поверхность, и за $20 по мне это просто клад. Так же как и Xiaomi-шные ушки пойдут как первые, только габаритами они в раза 2 меньше. Но бренд попроще. Четвертое место. Vivo TVS Neo. Беспроводные, вкладыши. Облегченная версия Vivo TVS дешевле на 20%. Автономность 5 часов 50 минут отрабатывают на максимальной громкости. Bluetooth космической версии 5.2, aptX адаптив на борту. Звучание хорошее, с басами хоть форм-фактор и вкладыши. 2 цвета, своя программа. Лучший звук у наушников вкладышей. По мне он в принципе идентичен Vivo TVS. Кроме цены, здесь все просто супер, а вот ценник слегка, но кусается. Повезет, купите у маленького магазина по ссылке за $69. Нет, в обычном за 100 или в магазине рядом с домом за 120-130. Третье место, самое относительно сомнительное, это Xiaomi Feel CC. Беспроводные наушники вкладыши. Из всех Xiaomi-шных наушников вкладышей у них по мне лучший звук. 3 цвета, самый стимпанковский дизайн, адекватные микрофоны, минимальная задержка, с которой реально играть, и даже есть программа с собственным эквалайзером. Жаль, что Xiaomi выпустили ее на Йопине, но с другой стороны это понятно. Цена у этих ушек довольно космическая, $49 против 26 у модели 2 SE. Это ну очень прилично, учитывая их автономность. Bluetooth версии 5.0, кодеки AAC и SBC, и откровенно говоря, кроме дизайна нет ничего примечательного, но новинка очень достойная. Автономность 3 часа, правда, лично для меня прям совсем мало. Зато комфортные, легкие, а главное запоминающиеся. Лично мне очень зашли. Второе место. Беспроводные наушники от гиганта Huawei или по-другому Honor FlyPods 3. Их по-разному называют, как вы прекрасно знаете, у дешевой фирмы название Honor FlyPods 3, у дорогой Huawei FreeBuds 3i. И эпичность этих наушников настолько зашкаливает, что я на 99% из-за них купил себе Huawei P40 Pro без Google сервисов, которые я сейчас еще и установить не могу. Иначе не решился бы однозначно. Но захотелось услышать концерн в первозданном виде с практически идеальной совместимостью. В общем, на них обзор смотреть обязательно. Можете посмотреть у людей с артистической жилкой, можете у меня. После обзора, если у вас нет затычек и нужен шумодав, постарайтесь взять у кого-нибудь их послушать. И сейчас эстеты начнут кидать в меня камнями. А миллионы пользователей, наверное, улыбнутся. Ушки играют почти на уровне AirPods Pro. Немного меньше объема. Выглядят топорно, но круто. В них очень удачный микрофон, есть функция прозрачности, 10-миллиметровые динамические драйверы и безумно удобная посадка, что
что более чем неплохо для затычек. Кратко, из последних затычек на канале, от этих я просто в восторге. Их супер плюс, разумеется, еще в том, что вы можете посмотреть и попробовать их в любом магазине электроники, а потом, как и я, заказать на Алиэкспрессе дешевле. Первое место — это беспроводные наушники вкладыши-гибриды Oppo Enco Free. Топовые гибриды, которые хейтят крупные блогеры и раскупают обычные пользователи. Уникальные вкладыши со сменными амбушюрами. Про них лучше читайте отзывы и соизмеряйте риски. Если вам подошли по размеру Havit G1 и Sony 1000, и они вам кажутся адекватного размера, не берите эти уши однозначно. Эти наушники, как и любые другие вкладыши, по размеру копии AirPods и провалятся в ваши ушные каналы. А про звук захейтить с умным видом звучания чего угодно на YouTube может любой. У каждого свой опыт. А верить лучше отзывам под лотами на Али, когда их несколько тысяч. 4 основных лота, больше 1000 отзывов пользователей, 95% довольны. Перейдите по ссылке, прочитайте, сделайте выводы. Брак, как и везде, есть у всего, и у этой модели тоже. Но я ее настоятельно советую по возможности послушать, чтобы понять, как относительно восприятие звука нами, вещателями с экрана. Один может захейтить то, что в ваши уши провалится, другой восхвалять то, что даже в ваши уши не поместится. 6 часов автономности на одном заряде, управление громкостью свайпами с ушей, анимация с телефонами Oppo и задержки вообще нигде не найти. А самое главное, что не встретишь в классических вкладышах, это сочный бас. Из ушей при занятиях спортом они, конечно же, не вылетят. Плюс купить можно до $70. Еще есть несколько цветов на выбор. Итого мысль донес. Как всегда, все лгут или не договаривают. Любые суждения субъективны, даже мои, только продажи не врут. Это как с эйрами первой версии, чисто гарнитура. Версия Pro — звучание хлам. А покупают и носят их миллионы. Ссылки на обзоры и покупку ушей из обзора в описании. Ставьте лайк за труды, пишите, понравился ли топ и хотите ли еще. Завтра розыгрыш 12 девайсов и 5 Mi Band 5 серии, которые у меня проходят каждый месяц 30 числа. Не забываем участвовать и приходить на стрим. Все условия, как всегда, в описании. Подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще купить на обзор в комментариях, постараюсь взять. Девайсу да или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.